Если ты занимаешься арбитражом криптовалют, то ты обязан знать, как пользоваться криптобиржами. И в этом видео расскажу про функции криптобирж, которые помогут тебе заработать как можно больше денег на арбитраже криптовалют. Поэтому смотрите этот видос до конца, ставьте ему лайк, подписывайтесь, а мы погнали! Для тех, кто тут совсем новенький, кратко пройдемся, что такое арбитраж. Арбитраж криптовалюты — это покупка криптовалюты на одной бирже дешевле и продажа на другой бирже ее дороже. Это максимально простыми словами. Но если вы хотите более подробно узнать о разных видах арбитража, то смотрите наш канал, потому что у нас много обучающих видео на эту тему. Теперь перейдем к основным требованиям биржи. У биржи должен быть приятный интерфейс и понятный, должна быть высокая скорость работы и срабатывания ордеров, низкие комиссии на перевод и вывод средств, а также возможность пополнения. Если все эти факторы сложить, то получится очень хорошая биржа для арбитража. Биржи, которыми мы пользуемся, есть в описании нашего канала. Можете перейти, зарегистрировать себе аккаунт и с кайфом торговать и зарабатывать на арбитраже криптовалют. Я вам покажу обзор интерфейса на примере биржи Bybit. На других биржах примерно то же самое, где-то может чуть по-разному выглядеть, но в целом суть одна и та же на всех биржах. Смотрите, когда мы переходим на биржу, мы нажимаем вкладочку торговать, выбираем спот. Соответственно, если мы хотим торговать на споте, если на фьючерсах, то фьючерсы. Покажу на споте. После того, как вы перешли сюда, у вас будет откроется такой вот интерфейс, куча каких-то цифр, графики, непонятно. Спокойно, сейчас вам расскажу, как это все работает. Смотрите, здесь мы можем выбирать торговую пару. Нажимаю сюда, наводя курсор, можно выбирать торговую пару. Можно вот спот выбрать, себе фьючерсы можно выбрать, на фьючах выбирать. Так мы на споте, поэтому спот. Далее, выбрали какую-то пару интересную, и вы хотите ее пометить. Нажимаете сюда, и у вас она отмечается. Теперь в избранном у вас будут пары, которые вы пометили, которые вам интересны. Это вот как выбрать именно торговую пару, на которой вы будете арбитражить. Сверху у нас показывается цена данного актива. У нас биткоин 94 700. Изменение за 24 часа, насколько он вырос. Также объем торгов. Вот это очень важный параметр, потому что нам нужны биржи с высокой ликвидностью, на которых есть хороший объем торгов. Чем больше объем торгов, тем больше ликвидность, тем больше вы сможете арбитражить и использовать более большую сумму для арбитража, там, допустим, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. И вот это все зависит от ликвидности. Перейдя во вкладку «Торговать фьючерсы», вы увидите ставку финансирования, либо фандинг. Если у нас ставка положительная, то лонгисты платят шортистам. Если ставка отрицательная, то шортисты платят лонгистам. На фандинге тоже можно зарабатывать, у нас есть тоже видео на канале про эту тему, поэтому обязательно смотрите, чтобы научиться зарабатывать на фандинге. Но мы переходим дальше к интерфейсу биржи. Здесь у нас отображается график, у нас это биткоин, мы видим график. Можно настроить его поминутно, допустим, 1 минута, 5 минут, 15 минут, 30 минут. И график у вас будет подстраиваться под, соответственно, тот таймфрейм, который вы выбрали. Для арбитража обычно используют там 5 минут, 15 минут, чтобы видеть картину, что сейчас происходит, потому что арбитраж это про то, что мы делаем прямо сейчас, поэтому используются в основном минутные таймфреймы. Справа от графика мы видим ордер бук. Это у нас книга ордеров, где находятся ордера на покупку и на продажу. Сверху мы, соответственно, видим красным ордера на продажу, снизу на покупку. У нас отображается цена в USDT, по какой цене стоит ордер, и далее отображается количество BTC, сколько по такой цене хотят людей продать BTC. Для арбитража криптовалют тоже важно обращать внимание на книгу ордеров, потому что если у вас огромный ордер, очень большой, и вы нажмете его продать по маркету, вы можете собрать ордера маленькие и продадите по невыгодной цене. Поэтому обязательно смотрите. И когда вы видите какой-то ордер, который может покрыть вашу сделку, которую вы можете просто все токены ему продать, то можете нажать сюда, бам, вот здесь выберется цена, нажимаете продать и продаете данному человеку все свои токены, которые вы покупали. Поэтому за ордербуком тоже важно смотреть. Опять же, сверху у нас продажа, снизу у нас покупка. Еще есть вкладка последние сделки, можно посмотреть, что люди сделали. В последнее время, видите, только покупают, соответственно, и цена на биткоин у нас тоже растет. Далее, еще правее у нас находится вкладка трейдинг. Тут мы можем выбрать спотовую торговлю, соответственно, покупка на споте, удержание монеты, то есть мы владельцы этой монеты. Есть маржа, на споте можно торговать с маржой, это заемные средства, и новичкам лучше что вообще не лезть. Есть конвертация, она вам в принципе не надо, здесь можно обменять актив просто, там, допустим, биткоин на USDT обменять, либо на какой-то другой актив, просто сделать обмен, но это вряд ли вам понадобится в арбитраже. Далее у нас есть покупка или продажа, соответственно, если вы хотите купить на этой бирже дешевле, то вы нажимаете купить, переводите на другую биржу и продаете дороже. Если хотите здесь продать, то нажимаете продать, выставляете ордер на продажу и продаете. Есть два основных типа ордеров, это лимитный и рыночный. Лимитный ордер, вы выставляете цену, определенную цену и выставляете количество биткоинов, либо той монеты, которую вы хотите продать. Именно по этой цене у вас пройдет продажа. То есть не больше, не меньше вот по этой цене, которую вы указали, у вас продадутся ваши токены. Если вы выберете рыночный ордер, то, соответственно, вы можете выбрать только количество токенов либо в USDT, либо в биткоинах. Можете выбрать, сколько у вас токенов продастся. Рыночный ордер, он срабатывает моментально. То есть если вы нажимаете рыночный ордер, нажимаете продать, то прямо сейчас по текущей цене, в зависимости от того, сколько там токенов на покупку либо на продажу, у вас произойдет ордер. То есть моментальное исполнение. Лимитный ордер — это отложенный ордер по той цене, по которой вы хотите, а рыночный ордер — это ордер по текущей цене, который будет исполнен по текущей цене на бирже. Снизу, как мы поняли, вот если вы наставите лимиты, то выбираем цену, выбираем количество BTC, сколько вы хотите продать, допустим, 0,1 биткоин вы хотите продать, и у вас отобразится цена, сколько у вас будет ордер стоить, то есть сколько вы продаете. Вы, соответственно, если продадите 0,1 BTC по такой-то такой цене, вот по этой вот, то вы заработаете 9475 USDT. Далее у нас тут ниже особо ничего такого важного нету, есть take profit и stop loss, обычно в арбитраже их не используют, но если вы там
трейдер, то вы используете take profit и стоп-лоссы. Take profit и стоп-лоссы это, соответственно, take profit это та цена, по которой у вас сделка закрывается. Вот вы хотите, допустим, закрыть там плюс 100 баксов. Представляете определенный take profit на такой цене, у вас сделка закрывается в 100 баксов. Стоп-лосс это у нас ограничитель убытка. То есть, если цена пошла не в вашу сторону, вы ставите стоп-лосс, и как только цена доходит до вашего стопа, сделка закрывается, и вы фиксируете убыток. Еще одна важная вкладочка это открытые ордера. Тут показываются ордера, которые у вас открыты, которые вы там поставили, допустим, лимитку какую-то поставили, она здесь будет отображаться. Позиции, это, то есть ордера, которые уже исполнились. История ордеров. Здесь вы можете посмотреть, что вы делали, что вы покупали, продавали, каким типом ордеров, где вы покупали, на фьючерсах либо на споте, какая-то там цена была покупки и продажи, количество, сколько вы там токенов продавали, покупали, время. И все это можно здесь посмотреть, и торговую комиссию, которую вы уплатили. Соответственно, если вы ведете учет ваших сделок, то торговую комиссию можно брать здесь и записывать ее в свою таблицу. Особо тут больше вкладок таких полезных нету для арбитража. История торговли, опять же, это то, как вы торговали, что вы делали, покупали. Активы, займы, это нам все, в принципе, не нужно. Активы это то, что у нас есть на бирже. Давайте подведем итоги и выделим самые основные инструменты. Первое это выбор монеты. Сюда заходим, выбираем монету. Второе это фандинг, то есть мы можем посмотреть, какой фандинг положительный либо отрицательный, и будем мы платить лонгистам, либо шортисты будут нам платить, либо наоборот. Также объем торгов очень важный показатель. Чем выше объем торгов, тем лучше, потому что если вы заходите в сделку и в токене маленький объем торгов, то можете влиять на цену и невыгодно покупать либо продавать актив. Следующее это order book, где у нас отображаются ордера на покупку либо продажу. Еще одна важная вкладка это трейдинг, где мы выставляем лимитный либо рыночный ордер и выставляем сумму ордера, которая у нас будет исполняться. Теперь переходим во вкладку активы, я покажу, как выводить правильно токены на другую биржу. Соответственно, если вы купили дешевле, то как вывести на другую биржу, чтобы продать дороже. Переходим в вкладочку активы. Нажимаем финансирование. В аккаунте финансирования у нас отображаются токены, которые лежат, соответственно, на аккаунте финансирования. Чтобы нам торговать, покупать токены, мы должны токены из аккаунта финансирования, допустим, USDT, перевести на единый торговый аккаунт, потому что на едином торговом аккаунте мы покупаем монетки. Чтобы это сделать, мы нажимаем кнопочку перевести и из аккаунта финансирования на единый торговый аккаунт нажимаете все USDT и у вас USDT переводится на аккаунт торговый, где вы сможете на эти USDT покупать другие токены. Соответственно, вы купили какой-то токен, и теперь как его вывести? Вы его с единого торгового аккаунта, то есть по аналогии точно так же, заходите на единый торговый аккаунт, выбираете токен, нажимаете перевести, переводите токен из единого торгового на аккаунт финансирования, потом заходите на аккаунт финансирования. Да, возможно, это сложно для новичков, но если вы сделаете пару раз, то вы поймете, как это работает. После того, как вы токен перевели на аккаунт финансирования, вы выбираете данный токен и нажимаете вывести, то есть мы выводим его с биржи. Далее мы выбираем адрес кошелька, где его взять, сейчас вам тоже покажу, и вид сети. В данном случае токен Arkham находится в сети Ethereum, поэтому в сети Ethereum мы его и выводим. Тут, кстати, указывается комиссия, поэтому тоже, когда вы делаете сделку, обязательно учитывайте комиссии, потому что они съедают часть прибыли. Покажу на примере биржи BingX, как получить туда токены. Вы нажимаете вкладочку активы, потом депозит, у вас открывается такое вот окошко, и здесь вы должны выбрать валюту, которую вы будете депозитить. В нашем примере это токен Arkham, поэтому выбираю Arkham, выбираю сеть Ethereum, соответственно, потому что токен находится в сети Ethereum. И здесь я нажимаю получить адрес. У меня здесь появляется адрес, такой длинный адрес из набора букв и цифр, мы его копируем и переходим на биржу Bybit. В поле адрес кошелька мы вставляем адрес биржи, который мы взяли на бирже BingX, и на этот адрес, соответственно, переводим токены. Обязательно смотрите, чтобы все эти были одинаковые, потому что есть токены, которые находятся в разных сетях. Допустим, там токен Arbitrum, он может находиться в сети Ethereum и в сети Arbitrum. Если вы выводите токен, то вы должны выводить его в одной сети. То есть, если из сети Arbitrum, то в сеть Arbitrum, если из сети Ethereum, то в сеть Ethereum. И таким образом нажимаете подтвердить и выводите свои токены, и они улетают на другую биржу. И там вы их уже продаете. Соответственно, биржа BingX точно такой же интерфейс. Сюда заходите, тут выбираете валюту, на которой вы собираетесь торговать. Объем торгов тут тоже отображается. Ордербук тоже тут есть, и ордера тоже лимитные, покупка, продажа, рыночные тоже можно это все настроить. То есть все биржи, они примерно одинаковые по интерфейсу, поэтому по аналогии с биржей Bybit вы можете продавать токены на других или покупать на других биржах. Соответственно, если мы продаем токен, нажимаем продать, выбираем количество Arkham, которое мы хотим продать, выбираем сумму и нажимаем продать. И наш токен Arkham продается, и мы зарабатываем профит. Так вот просто можно переводить с одной биржи на другую и продавать токены, зарабатывая на арбитраже криптовалют. Но вы меня спросите, ну вот где искать сделки? Вот я хочу арбитражить. Где мне найти сделку по арбитражу криптовалют? А желательно так, чтобы еще автоматически, чтобы я сам ничего не искал. У меня есть ответ на этот вопрос. Есть такой сервис, который называется Arbitrage Scanner. Этот сервис автоматически находит разницу между спотом и фьючерсами, либо спотом и спотом, и автоматически выдает вам сделки. Вы лишь задаете параметры, которые вам интересны, и Arbitrage Scanner автоматически подбирает вам сделки. Нажимаем Arbitrage Products, Arbitrage Screener. Здесь мы можем арбитражить на споте, то есть покупать на одной бирже дешевле, продавать на другой бирже дороже. Здесь мы указываем настройки, которые вас интересуют. Опять же, у нас есть много видосов про Arbitrage Scanner, про подробную настройку его, поэтому тоже смотрите эти видосы. В принципе, тут все написано довольно-таки понятно, и сами можете разобраться. Смотрите, я ввел настройки, которые меня интересуют. Здесь у нас отображается пара, валюта, на которой, соответственно, есть арбитражная возможность. Биржа, на которой нужно купить, биржа, на которой нужно продать, и профит, который мы заработаем с одной сделки. Также важно смотреть на сети вывода и ввода. Допустим, тут сети вывода доступны, а сеть ввода недоступна. Соответственно, эту сделку мы не сможем провести, потому что мы не сможем токен задепозитировать
хотите на биржу HTX. Поэтому тоже важно на это смотреть. Здесь у нас автоматически отображаются сделки. Посмотрите, на 20%, на 24%, вообще без проблем можно такие вот сделки интересные найти. Если вы хотите попробовать пользоваться арбитраж сканером, то вы можете зайти на главную вкладочку и абсолютно бесплатно получить один день. Если вам понравится, то вы можете купить подписку. Здесь есть несколько видов подписок, допустим, тестовая подписка 69 в месяц, бизнес-подписка, у меня Platinum, потому что я этим сервисом часто пользуюсь и очень-очень удобно, реально. Автоматически его находят сделки, вам лишь нужно купить на одной бирже дешевле, перевести на другую биржу и продать дороже. Либо споты фьючерсы арбитраж тоже есть. То есть на споте вы покупаете, на фьючерсах шортите и зарабатываете разницу в цене. У нас тоже есть видосы про споты фьючерсы арбитраж, поэтому обязательно смотрите на нашем канале. Соответственно, если вы попользовались тестовый один день, вам понравилось, можете покупать подписку, опять же, можете тестовую подписку купить, попробовать, попользоваться, если вам понравится, то будете использовать дальше этот сервис. Из бесплатных, что тут есть интересного? Это фандинг рейс. Вы можете абсолютно бесплатно смотреть фандинги на разных биржах и фармить фандинги. Опять же, как я говорил, это комиссия, которую трейдеры платят друг другу. Если фандинг у нас положительный, то лонгисты платят шортистам. Если фандинг отрицательный, то шортисты платят лонгистам. Видосы про фарм фандинга у нас тоже есть на канале, поэтому обязательно их смотрите. Также для арбитража криптовалют вам могут понадобиться таблицы Excel либо Google. Я вот вам на примере покажу, как можно сделать таблицу. Опять же, я сделал ее на коленке максимально быстро. В Excel вы пишете монету, на которую вы будете арбитражить, биржи, на которых арбитраж, GateMeX, цена открытия, то есть цена, по которой вы купили и по которой вы продали, цена, по которой вы купили, по которой вы начали шортить, допустим, сумма токена, сколько вы токена купили, комиссии, которые вы платили, цена закрытия, покупка, на сколько долларов вы купили, продажа, на сколько долларов вы продали и сколько вы профита заработали. Это лишь пример таблицы, как она может быть выглядеть, но те, кто занимается арбитражом профессионально, они все ведут учет сделок, потому что вы тогда можете видеть, какие вы сделки провели, сколько вы заработали и подкорректировать вашу стратегию, если вдруг она там у вас не работает, либо вы где-то недозарабатываете, это можно будет все видеть благодаря таблицам. Поэтому обязательно ведите таблицы. И также пользуйтесь сервисом арбитраж сканер, который автоматически находит сделки за вас. Чтобы успешно заниматься арбитражом криптовалюты, важно знать интерфейс биржи и пользоваться всеми доступными инструментами. Если это видео было вам полезно, то напишите в комментариях, какими инструментами пользуетесь вы, на каких биржах вы арбитражите и сколько у вас получается зарабатывать в процентах. Будет очень интересно почитать. Также подписывайтесь на наш канал, ведь мы рассказываем про арбитраж криптовалюты. Не забудьте про лайк, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!